Она не растет и листиков нет. Просто ствол. Или выкинуть. Это, наверное, ожог. Или они выкинули из горшка сухой ствол, а я палку ращу. Что посоветуете? Я столько деток еще ни на одной орхидее не видела. Они по всему стволу и еще 3 в корнях. Я просто не могу найти по таким орхидейным деткам ничего. Я даже не знаю, как такая орхидея называется. Простите за беспокойство. Я к вам как к врачу. Привет, друзья! Вы на канале «Классика орхидейного жанра». Получив на почту письмо, текст которого вы сейчас видите на своих экранах, я поняла, что мне проще сделать видеоответ, нежели давать ответ письменно. Давайте более детально ознакомимся с текстом письма. Наталья, здравствуйте. Месяц назад нашла еще одну орхидею на помойке. У нас раз в неделю есть рынок. Они выкидывают иногда разные цветы. Вот нашла еще одну жертву. Не знаю, может, она у них в машине валялась. Была без грунта и без листьев. Вот я ее замачивала и отпаивала, но вместо листьев она дала 6 деток на одном стволе. Как вы думаете, я ее смогу вытянуть? Или стоит проредить? Может, мне ее уже положить на грунт? Или так опрыскивать? Она не растет и листиков нет. Просто ствол. Или выкинуть? Это, наверное, ожог. Или они выкинули из горшка сухой ствол, а я палку ращу. Что посоветуете? Я столько деток еще ни на одной орхидее не видела. Они по всему стволу и еще 3 в корнях. Я просто не могу найти по таким орхидейным деткам ничего. Я даже не знаю, как такая орхидея называется. Простите за беспокойство. Я к вам как к врачу. Итак, друзья, давайте отвечать на вопросы по порядку, начиная с конца. Так какую же орхидею нашла Алена? И что за детки по всему ее стволу и в основании? Скорее всего, Алена нашла побеги орхидеи дендробиум. Дендробиумы – это симподиальные орхидеи с крайне разнообразной формой и величиной побегов. Если точно перевести название этого рода орхидей, оно означает «живущий на деревьях» и указывает на то, что растения рода ведут эпифитный образ жизни. Орхидеи дендробиум образуют один из самых разнообразных и, пожалуй, один из самых многочисленных родов семейства орхидных. Род насчитывает примерно 1500 видов. Некоторые виды дендробиумов перед цветением сбрасывают свою листву. Эти виды относятся к орхидеям умеренно холодной температурной зоны. Прочие виды этого рода вечно зеленые и относятся к умеренно теплой температурной зоне. В культивировании орхидей рода дендробиум имеются настолько существенные различия, что этот род можно подразделить примерно на 15 групп. Итак, друзья, с одним из вопросов мы разобрались. Алена нашла дендробиум умеренно холодной температурной зоны. И палки на самом деле не сухие, а очень даже живые, просто сбросившие листву перед цветением. Сухая палка не растет и листиков нет. Все верно. Безлистный отцветший побег дендробиума больше расти не будет. Свою жизнь орхидея продолжит в новых побегах от основания и в боковых воздушных отводках, которые еще называют кейке. В русскоязычном сегменте орхолюбительства слово кейке заимствовано с гавайского.
В дословном переводе с гавайского кейке – это маленький новорожденный ребенок. Итак, промежуточно подытожим. Алена нашла орхидею дендробиум умеренно холодного содержания с большим количеством живых деток на побегах. Что делать с этими детками для того, чтобы сохранить их всех? В естественных природных условиях детка дендробиума растет на побеге до тех пор, пока не сформируется окончательно. За это время корни детки находят себе опору. Если за это время опора не найдена, после формирования детка самостоятельно отваливается от побега, падает и укореняется в субстрате. Дождаться этого момента для многих из нас непосильная задача. Но каким бы тягостным ни было ожидание, снимать с материнского побега кейки слишком рано нельзя. Нужно дождаться, когда у малыша сформируется достаточное количество корней. Поэтому, если у побегов Алены есть хоть какая-то корневая система, способная питать растения, пусть она по-прежнему находится в мху и питает орхидею, и кейки вместе с ней. Когда корневая система детки на побеге дендробиума разовьется достаточно хорошо, кейки можно отделять. Отделенные молодые побеги дендробиумов можно поместить на доращивание в тепличку на живой мох. К слову о живом мхе. Если это видео смотрят зрители, проживающие в северных регионах нашей страны и имеющие возможность собрать живой мох сфагнум и прислать его на канал, напишите об этом в комментариях. Я буду безмерно вам благодарна. Если живого зеленого и растущего мха нет, можно поместить деток дендробиума в сухой мох. Периодически увлажняя его, вы создадите нужную среду для быстрого развития малышей. Мох в этом случае не должен пересыхать, но и не должен быть излишне мокрым. Перед тем, как поместить деток дендробиумов в новые посадки, им нужно дать должным образом напиться. Для этого помещаем все растения целиком в емкость с водой. Большинство видов дендробиумов крайне толерантны к составу субстрата и готовы расти в чем угодно. Я определяла деток дендробиума в землю с листовым опадом, папоротником и мхами. И в этом субстрате детки прекрасно укоренялись и развивались. Здесь главное правильно поливать. Но что делать, если вам действительно досталась сухая палка, то есть безлистный побег дендробиума, у которого еще и корней нет? Можно ли в этом случае получить потомство? Конечно, можно. Достаточно уложить побег дендробиума на влажный мох или постоянно увлажнять его с помощью любого другого способа. На побеге активируется боковая меристема, и в дальнейшем на ней разовьется новая жизнь. А что делать, если на одном побеге образовалось сразу несколько деток, причем все эти детки смотрят в разные стороны? Постоянно погружать побег целиком в воду и регулярно его просушивать – достаточно хлопотное занятие. Одни детки в таком случае будут перемокать, а другие – недомокать. Кроме того, высохший материнский побег уже не содержит запасов воды и питательных веществ. По сути, он бесполезен. В такой ситуации маленькие вновь образовавшиеся побеги надо как можно скорее поместить в субстрат. Но как это сделать, если одни из них снизу, а другие сверху? В этом случае ствол материнского растения можно разделить. Разрезаем ствол материнского растения на несколько сегментов, не повреждая корней молодых растений. У каждого молодого растения или их группы должно оставаться несколько сантиметров ствола.
Каждый из таких сегментов помещаем в отдельную посадку в мох, можно в тепличку. Поддерживаем мох и пространство вокруг растений в постоянно влажном состоянии с помощью опрыскиваний. Когда молодые орхидеи проявят рост, из теплички их можно вынимать. Делать это следует постепенно. Сначала на 5-10 минут каждый день, а затем время пребывания на открытом воздухе увеличивается. Если вы в первый раз на этом канале, то обращу ваше внимание на длину светового дня для молодых растений. Она должна быть увеличена и составлять 14-16 часов в сутки, минимум 12 часов. При правильно созданных условиях и должном уходе молодые орхидеи зацветают достаточно быстро, буквально со следующего побега. Но если микроклимат вашей квартиры или уход дендробиуму не нравится, он может не цвести годами. Поэтому я очень рекомендую вам перед приобретением узнать, какой дендробиум вы собираетесь приобретать, какого температурного режима. И если у вас в квартире всегда жарко, если температуры всегда высокие, не приобретайте растения умеренно холодного или холодного содержания. Вы не сможете обеспечить таким дендробиумом должный период покоя, и растения каждый год будут деградировать и не будут цвести. Выбирайте для своих квартир дендробиумы теплого и умеренно теплого содержания, у которых периода покоя нет вовсе или он очень сильно сглажен. Помните, дендробиумов на планете великое множество, и каждый из вас, и те, у кого в квартирах холодно, и те, у кого в квартирах жарко, смогут подобрать дендробиум, который будет расти именно в ваших условиях. Главное подойти к выбору дендробиума для своих квартирных условий осознанно. Но что же делать Алене, которая не приобретала орхидею, которая орхидею спасала? Давайте еще раз взглянем на побег дендробиума с учетом полученных знаний. Теперь уже стебель дендробиума не кажется сухой или обожженной палкой. Хорошо видно, что стебель полон запасов питательных веществ и воды. А это значит, что корневая система материнского стебля продолжает функционировать. Значит, вынимать ее из субстрата и укладывать на мох совершенно не обязательно. И прорежать кейки в этом случае совершенно нет необходимости. А вот помогать орхидее вырастить потомство нужно. Если в помещении в летний период очень сильно сухо, можно поместить все растение целиком вместе с субстратом и горшком в тепличку. А если не очень сухо и времени очень много, можно многократно опрыскивать растения в течение дня. И уже очень скоро самые крупные экземпляры кейки и даже их группы можно будет отделить от материнского растения, ведь корни у всех достаточно хорошо развиты. Как отделяются кейки? Это делается методом откручивания. Вращаем кейки по часовой стрелке, и они достаточно легко отделяются от материнского растения без обрезания. Надеюсь, мне удалось ответить на все вопросы Алены самым исчерпывающим образом. Ну а теперь переходим еще к одной теме на злобу дня, или орхидея сошла с ума. Я предлагаю вашему вниманию видео от Татьяны Ермаковой из города Благовещенск Амурской области, Россия. Татьяна покажет всем нам орхидею, которая сошла с ума. Видео будет очень интересно тем, кто такого никогда в жизни еще не видел. Ну, а у тех, кто с подобным сталкивался, Татьяна попросит совета.
Что делать в такой ситуации? Итак, внимательно слушаем рассказ Татьяны, смотрим изображение на экране и делимся своими мыслями в комментариях под видео. Здравствуйте, Наталья. Я из города Благовещенска, почти ваши соседи. Я вам писала как-то, что я обработала свою орхидею соком алоэ раза 3, и она у меня сошла с ума. Она начала выпускать детки. Было 4 цветоноса, и на них вышло аж 16 деток. Я 3 цветоноса удалила, оставила 2 цветоноса, вот эти 2. Но были еще по деточке сверху выходила. Теперь затем она выпускает еще одну деточку. Рядом сбоку, похоже, тоже будет детка. И по шейке пошли детки расти. Еще 5 деточек. Ой, вот деточка хорошая, уже большая. Вот детка, вот. И вот деточка. И вот здесь выходит тоже детка. Не знаю, как видно ее, там нет. Но выходит. Листья все сбросила, отсушила. Остался один, единственный. Но он тоже долго не продержится. Вот они, ее детки, остались, что остались. Не могла все уберечь. И эти все еще пропадают. Вот от 16 что осталось. Не знаю, что делать. На шейке тоже удалить эти все детки. Или как? Оставить эти 2 большие и все. Не знаю. Подскажите, пожалуйста. Дорогие зрители, прошу высказываться, делиться своим впечатлением, своими мнениями в комментариях, и будем принимать совместное решение, что же делать, если орхидея сошла с ума. Спешу успокоить тех, кто ждал очередного видео о пафиопедилумах. Оно обязательно будет по плану. Поэтому вы можете продолжать оставлять вопросы, касающиеся венериных башмачков. Ну а мне лишь осталось напомнить вам, что 18 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если это видео вам понравилось, если оно показалось вам интересным или окажется вам полезным, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас наверняка очень много интересного.